На краю небольшого сельского округа, там, где волнистые луга будто упираются в бледную линию горизонта, раскинулась молочная ферма Риверстоун. Это было место с особым ритмом жизни, где время словно замедлялось, а воздух был насыщен запахом скошенной травы и свежего молока. Ее владельцем был Эдвард. Человек с огрубевшими от работы ладонями и спокойным, но заметно уставшим взглядом, посвятивший этой земле всю свою жизнь. Однако в последние недели привычная тишина Риверстоун приобрела тревожный оттенок. Его главная гордость — корова по кличке Роуз, которая долгие годы считалась лучшей в стаде и стабильно давала рекордные надои, неожиданно начала сдавать. С каждым днем ведра становились заметно легче, а объяснение происходящему оставалось все таким же неясным. Эдвард чувствовал, что дело не в случайности и не в погоде. В происходящем было что-то скрытое и необъяснимое. И однажды ночью он решил во что бы то ни стало докопаться до истины, даже если она окажется совсем не такой, как он ожидает. Утро началось как обычно, но тревожное ощущение не отпускало его ни на минуту. Когда он открыл тяжелую, рассохшуюся дверь коровника, его встретило знакомое тепло и приглушенные звуки животных. Внутри стоял плотный запах сена и живого тепла. Его взгляд почти сразу остановился на Роуз, черно-белой корове, которую он знал лучше остальных. Ее шерсть, обычно безупречно чистая, всегда была для него символом порядка и гордости за хозяйство. «Доброе утро, девочка», — тихо сказал он, подходя ближе. Он провел рукой по ее боку, чувствуя ровное биение сердца. Роуз медленно повернула голову и посмотрела на него своими большими темными глазами, в которых читалось нечто большее, чем просто спокойствие. Она тихо протянула мягкое «му», и в этом звуке Эдварду на мгновение послышалось что-то похожее на оправдание. Он попытался улыбнуться, но это получилось лишь на секунду. Стоило ему приступить к работе, как лицо снова стало серьезным. Подключая доильный аппарат, он ощущал неприятное напряжение в груди. Пока машина ровно гудела, он стоял рядом, сцепив руки, и откладывал момент, когда придется посмотреть на результат. Эти цифры давно перестали быть просто цифрами. От них зависело будущее фермы. Риверстоун переживала непростые времена, и каждый литр молока имел значение. Когда процесс завершился, Эдвард все-таки взглянул на показатели. В ту же секунду он почувствовал, как внутри все сжалось. Он медленно выдохнул, как человек, который только что убедился в худшем из своих предположений. Достав из кармана старый кожаный блокнот, потертый годами, он открыл его на нужной странице. В этом блокноте была записана вся жизнь фермы, каждый подъем и каждое падение. Нахмурившись, он аккуратно вписал новые данные. «Этого не может быть», — пробормотал он, проверяя цифры снова и снова. Но ошибки не было. Уже третью неделю подряд Нада и Роуз стремительно снижались. Сегодняшний результат оказался почти вдвое ниже того, что считалось нормой еще совсем недавно. Логика не сходилась, и эта необъяснимая разница вызывала у Эдварда больше тревоги, чем любая непогода. Ситуация становилась опасной. Роуз была не просто частью стада, она была его основой, обеспечивая значительную долю всей продукции. Такой спад означал прямую угрозу всему хозяйству. Эдвард сделал шаг назад и внимательно посмотрел на корову, словно пытаясь найти хоть малейший признак болезни. Но ничего не было. Ее шерсть оставалась гладкой и блестящей, взгляд — ясным, движения-то спокойными и уверенными. Она ела с аппетитом, пила воду и не проявляла ни малейшей слабости. Он наблюдал, как она подошла к поилке, утолила жажду и вернулась к корму. Она спокойно пережевывала сено. «Что с тобой происходит?»
— тихо спросил он, почесывая ее за ухом. Роуз лишь слегка наклонила голову и прижалась к его руке, словно все было в порядке. В ее поведении не было ничего необычного. Напротив, она выглядела слишком спокойной для животного, у которого должны были быть проблемы. Эдвард даже проверил доильное оборудование, подозревая неисправность. Но все работало идеально. И это делало ситуацию еще более странной. Потому что молоко не могло просто исчезнуть. Оно должно было где-то быть. Завершив утренние дела, Эдвард направился к дому, чувствуя себя полностью выбитым из колеи. Его жилище представляло собой уютный двухэтажный дом с широким крыльцом и облупившейся светлой краской, придававшей ему особое очарование старого фермерского уюта. На кухне уже хлопотала его жена Мэри. Женщина с мягким характером и добрыми глазами, вокруг которых залегли тонкие морщинки от частых улыбок. Она сразу заметила его состояние. Не говоря ни слова, Мэри налила ему кружку горячего крепкого кофе и положила руку ему на плечо. «Опять Роуз?» — тихо спросила она, и в ее голосе звучала та же тревога, что и в его собственном сердце. Эдвард лишь молча кивнул, тяжело опускаясь на стул за старым деревянным столом. В его голове начали всплывать события последних месяцев. Все началось той весной, когда они решили рискнуть. Он отчетливо помнил день, когда на ферму прибыл большой грузовик с 5 новыми коровами джерсейской породы. Эти животные славились высоким качеством молока и его жирностью. Эдвард вложил в их покупку почти все накопленные средства, надеясь, что это поможет ферме выбраться из долгов и, наконец, даст им возможность вздохнуть свободнее после долгих лет борьбы. Сначала все складывалось удачно. Но радость оказалась недолгой. Вскоре одна из новых коров по кличке Хани начала чахнуть. Ее взгляд стал тусклым, аппетит исчез. Прежде чем они успели принять меры, болезнь начала распространяться. Ветеринар, доктор Хэнсон, приехал быстро, но его выражение лица не предвещало ничего хорошего. Он диагностировал инфекционное заболевание. То, что последовало дальше, Эдвард вспоминал как самый тяжелый период в своей жизни. Болезнь уничтожила почти половину стада. Коровник наполнился тяжелым дыханием и жалобными звуками животных, которые не давали ему покоя даже ночью. Он тратил последние деньги на лечение, пытаясь спасти хоть кого-то. Каждая потеря ощущалась как утрата близкого существа. Он знал каждую корову, ее привычки и характер. Но даже в этом кошмаре был свет. Роуз. Она перенесла болезнь легко и восстановилась быстрее всех, словно понимая, что теперь на ней держится все хозяйство. Тогда именно она стала их спасением. Ее нады выросли, и Эдвард, часто, гладя ее по голове, говорил: «Ты держишь нас на плаву, девочка». Благодаря ей они начали понемногу расплачиваться с долгами. И вот теперь, когда до полного восстановления оставалось совсем немного, она вдруг перестала давать молоко. Если это не прекратится, все их восстановление, весь труд последних месяцев может рухнуть. Мэри сжала его руку, стараясь поддержать, но Эдвард видел, что она боится не меньше него. В последующие дни он перепробовал все возможное. Он менял рацион Роуз, закупал лучшие корма, советовался с соседями, снова вызывал ветеринара. Корова ела с аппетитом, но нады не увеличивались. Доктор Хэнсон после очередного осмотра лишь развел руками. «Я не вижу никаких отклонений. Она полностью здорова», — сказал он. Эти слова не принесли облегчения, а лишь усилили тревогу. Тогда Эдвард начал внимательно наблюдать за каждой деталью, и вскоре он заметил еще одну странность. В дальнем углу коровника жили телята-сироты, оставшиеся после весенней эпидемии. Он ухаживал за ними как мог, несмотря на нехватку времени.
Эти малыши должны были расти с трудом, ведь они почти не притрагивались к специальным смесям, которые он им готовил. Однако выглядели они удивительно крепкими и активными. Их шерсть блестела, глаза были живыми, а энергии было столько, что они постоянно играли и бодались друг с другом. «Это не имеет смысла», — тихо сказал он однажды, наблюдая за ними. Телята почти не ели приготовленный корм, но при этом росли здоровыми. Загадка Роуз и загадка телят постепенно начали складываться в одну общую картину. Эдвард понимал, что времени у него почти не осталось. Если он не найдет объяснения, ему придется продать ферму. Мысль о том, чтобы расстаться с этим местом и с Роуз, казалась невыносимой. В ту ночь он долго не мог уснуть. В его голове снова и снова прокручивались все факты. И вдруг его осенило. Он наблюдает за Роуз днем, но совершенно не знает, что она делает ночью. Он принял решение. Тихо одевшись и стараясь не разбудить Мэри, он вышел из дома и направился к коровнику. Он не включил свет, а спрятался в тени за тюками сена, откуда был виден весь загон. Он приготовился ждать столько, сколько потребуется. Ночь тянулась медленно и вязко, словно само время решило испытать его терпение. В коровнике стояла прохладная тишина, пропитанная запахом сена и животных. Где-то вдалеке раздавался глухой крик совы, а коровы лениво пережевывали жвачку, погруженные в полудрему. Эдвард боролся с усталостью, его веки тяжело опускались, но он заставлял себя не закрывать глаза. И вот, когда старые часы пробили полночь, тишину прорезал тихий, но отчетливый звук. Это был не случайный шорох. Это был щелчок. Эдвард замер, всматриваясь в полумрак. Сквозь узкие щели в крыше проникал слабый лунный свет, и в этом серебристом сиянии он увидел, как Роуз осторожно, почти ловко, поддела мордой защелку своего загона. Дверца едва слышно приоткрылась. Корова вышла в проход. Ее движения были удивительно мягкими и осторожными, словно она старалась не издать ни звука. Она направилась прямо к загону с телятами. Ее шаги были почти бесшумными. Когда она приблизилась, телята, будто ожидавшие этого момента, мгновенно оживились. Они поднялись на тонкие ножки и тихо зашевелились. Один из них, пятнистый теленок, первым подошел к ней тихо мыча. То, что произошло дальше, заставило Эдварда забыть, как дышать. Телята окружили Роуз. Она стояла неподвижно, слегка склонив голову. И тогда малыши начали пить ее молоко. В коровнике воцарилась почти священная тишина, нарушаемая лишь тихими звуками кормления. Эдвард сидел в своем укрытии, не в силах пошевелиться, и чувствовал, как по его щекам текут слезы. Все стало ясно. Роуз не теряла молоко. Она добровольно отдавала его тем, кто остался без матерей. Каждую ночь она кормила сирот, жертвуя своими надоями и спокойствием хозяина. В этот момент Эдвард ощутил острое чувство стыда за свои подозрения и одновременно глубокое восхищение. Эта корова проявляла заботу и преданность, которые сложно ожидать даже от человека. Она понимала нужду этих малышей и брала на себя ответственность, о которой ее никто не просил. Когда телята насытились, Роуз по очереди нежно коснулась каждого из них, словно прощаясь, а затем также тихо вернулась в свое стойло и аккуратно закрыла за собой дверцу. Все снова погрузилось в тишину, но для Эдварда мир уже изменился. Рассвет застал его все там же. Его тело затекло от неподвижности, но внутри он чувствовал легкость и ясность. Когда первые лучи солнца проникли в коровник, он медленно подошел к Роуз. Она посмотрела на него своим привычным спокойным взглядом. Эдвард обнял ее за шею и прижался лбом к ее голове. «Ты настоящая ты героиня», — тихо сказал он, и голос его дрогнул.
Мы справимся. Я больше не буду требовать от тебя невозможного». Он вернулся в дом и рассказал все Мэри. Она слушала, не перебивая, и в ее глазах появились слезы. Вместе они приняли решение. Теперь все должно было измениться. Эдвард решил официально снизить нагрузку на Роуз и позволить ей продолжать кормить телят. Чтобы справиться с финансовыми трудностями, они решили устроить распродажу старых вещей и техники, которые годами лежали без дела. Это был рискованный шаг, но другого выхода у них не было. Распродажа прошла неожиданно успешно. Соседи, узнав о трудностях фермы, пришли поддержать их. Люди покупали инструменты, мебель, старые предметы быта. За несколько дней им удалось собрать сумму, достаточную для покрытия самых срочных долгов. Спустя некоторое время пришла еще одна хорошая новость. Ветеринар сообщил, что карантин полностью снят, а оставшиеся животные здоровы. Производство молока постепенно начало восстанавливаться. Прошли месяцы. Телята, которых выкормила Роуз, выросли крепкими и сильными животными. Ферма Риверстоун не просто выстояла, она обрела новую жизнь. Но теперь это было не просто хозяйство. Это было место, где важнее всего стали забота и сострадание. Эдвард часто выходил на пастбище и наблюдал, как Роуз спокойно стоит среди подросших телят. И в такие моменты он ясно понимал, самые настоящие чудеса происходят тихо, без громких слов и признаний, но именно они способны изменить судьбу и спасти целые миры своей незаметной, но огромной преданностью. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.